Пришло время рассказать о той новости, которая потрясла. По программе «Рантье» начали получать резиденции. Иван, чем докажете? Значит, выглядит это таким вот образом. Персональные данные, естественно, я убрал. Для тех, кто попал на канал впервые, меня зовут Даша. С 2017 года я живу в Латинской Америке, говорю на испанском языке, понимаю специфику менталитета местных, ориентируюсь в вопросах недвижимости. Каждый месяц с моим участием более 60 семей обретают в Аргентине свой новый дом. На этом канале я рассказываю о самых волнующих вопросах, связанных с переездом в Аргентину. Это получение ВНЖ и гражданства, аренда квартир и инвестиционная покупка недвижимости. Так как со мной часто консультируются и те, кто готовится к переезду, и те, кто уже давно проживает в стране, то наиболее часто задаваемые вопросы я классифицирую по темам и на их основании формирую сценарии своих выпусков, чтобы самая актуальная информация стала доступна каждому. Таким образом, основные тематики выпусков на канале посвящены: первое – подготовке к переезду и процедуре получения ВНЖ. Тогда для таких выпусков я получаю консультации русскоговорящей команды юристов, специализирующейся на миграционных вопросах. Плюс привлекаю аргентинских адвокатов и экономистов. Мы разбираем кейсы и содержание миграционных процедур. Второе – выпуски на тему арендной недвижимости. Также в помощь каждому телеграм-канал, где я размещаю результаты работы своей команды по заселению в квартиры, найденные под индивидуальные критерии и бюджет. В окошке «Поиск» внутри канала по хэштегу «Отзывы» и хэштегу «Наши новоселы» каждый сможет ознакомиться с результатами. А еще в канале есть некоторые свободные варианты квартир, чтобы вам было удобно сориентироваться по ценам и условиям на объекты, отсмотренные нами на просмотрах для других семей. Третье. Выпуски по вопросам инвестиций в недвижимость. Я разбираю особенности сделок купли-продажи земли, квартиры или дома. Для того, чтобы связаться со мной, используйте контакты в описании под видео. Свежие выпуски с актуальными новостями и разборами кейсов на канале «Аргентина на каблуках». Нажмите на кнопку «Подписаться на канал» и на колокольчик, чтобы не пропустить. Иван, приветствую! Дарья, приветствую! Ну что, в этом выпуске пришло время рассказать о той новости, которая потрясла меня, на самом деле, когда я о ней узнала, и когда ты поделился этими новостями. Мы долго хранили это в тайне, и вот пришло время раскрыть эту новость, которая заключается в том, что клиенты, которых ты сопровождаешь по программе легализации здесь, в Аргентине, по программе «Рантье», начали получать резиденции в Аргентине. Это так? Да, Дарья, действительно, наши клиенты стали получать письма о том, что их резиденция одобрена, и что в самое ближайшее время они получат уже заветное ДНИ. Поэтому да, это действительно очень для нас хорошая новость, которая дает нам позитивный заряд на наши будущие кейсы. Соглашусь с тобой. Давай, может быть, чуть-чуть расскажем для тех, кто либо легализуется в Аргентине по другой программе, потому что здесь есть, да, разные, соответственно, программы, по которым можно легально пребывать на территории Аргентины, не только по Рантье, вот, но есть и те, кто непосредственно интересуется программой Рантье, не знаю, слышал о том, что эта программа перестала работать или как бы нереально получить резиденцию по ней, чуть-чуть как бы осветим для наших зрителей, да, вообще ситуацию, почему я так широко улыбаюсь и радуюсь как бы за тех, кто наконец-таки получил эти письма. Вот, что произошло, как бы, вообще, что было до этого и почему как бы это является новостью сейчас?
Да, ну много вопросов задала, постараюсь очень кратенько рассказать. Мы и ранее обсуждали, конечно, и программу «Рантье», но, наверное, я напомню очень кратко. Прежде всего, по условиям. Программа предусматривает наличие пассивного дохода, подтвержденного пассивного дохода в размере 5 МРОТ на каждого человека в семье в месяц. Соответственно, если такой доход есть, то вы имеете право получить легализацию и получить ДНА на территории Аргентины. Это как бы основное условие, которое прописывается. Расскажу немножечко об истории, что с конца 2022 года по официальной статистике Миграсьонес получили и стали резидентами Аргентины 5100 человек. Это официальная статистика, которая нам дает этот орган. Также они говорят о том, что с 2022 года по настоящий момент в республику въехало более 11 тысяч россиян. Соответственно, мы понимаем, что порядка 6 тысяч человек еще не получили резиденцию. Мы понимаем, конечно же, что не все идут по программе «Рантье», есть различные программы, мы о них тоже говорили, и обучение, и роды. Но, тем не менее, соответственно, вот про вот эти 6 тысяч человек мы, наверное, сегодня и скажем, что для них появилось вот это окно, свет в оконце, а это значит, что начали одобрять их заявки, и они начали получать письма о получении ДНА. Ну, также напомню, что у нас в прошлом году 2 раза вносились правки в закон, регламентирующий получение резиденции по данной программе. В июне вышли поправки, которые увеличили сумму минимальную для прохождения в эту программу, получается, до 5 МРОТ на каждого члена семьи в месяц. В сентябре были поправки, они как будто бы убрали такое требование, но по факту на самом деле они скорректировали немножечко формулировки, которые были в июне внесены, и также этот порог остался, и он не поменялся. Поэтому вот в некоторых телеграм-каналах и на YouTube-каналах высказывалось предположение, что вот мы победили, мы добились там письмами и митингами, которые были, о снижении суммы. Нет, сумма осталась такая же, это подтверждено и нашими кейсами, и сотрудниками Миграсьонес. Но самый главный, наверное, момент и победа, к чему мы на данный момент пришли, что эти заявки стали рассматривать и стали выносить положительное решение. Супер. Иван, чем докажете? Вот так вот, да? Ну, это первый вопрос, который возникает как бы у тех, кто смотрит нас, да, и ну, как бы реально задают вопросы нам, мы читаем все комментарии, которые задают под видео. Вот, очень часто говорили о том, что как бы не понимаем, зачем вы в целом рассказываете про программу «Рантье», учитывая то, что как бы сейчас приостановилась выдача ДНИ, и Миграсьонес не одобряет эти кейсы, да, то как бы, ну, можно забыть в принципе про этот путь легализации. То есть первый вопрос, который напрашивается: чем докажете? Да, действительно, Дарья, в комментариях много задавали вопросов, а сколько же ДНА получено вашими клиентами. Действительно, выдача ДНА была приостановлена, и получение их замедлилось, назовем это так. Но для наших клиентов это не являлось проблемой, они получали прекарию и легально находились на территории Аргентины, и раз в 2 месяца ее продлевали. Тем самым срок пребывания для получения паспорта тек, соответственно, возможно было уже через 2 года подать документы на получение паспорта. Понятно, что мы хотим как финальный результат получить этот ДНА, и сейчас это произошло. Поэтому, отвечая на комментарий,
начали выдавать. Количество точно вам не скажу, но я надеюсь, что в ближайшее время встретимся и еще раз этот вопрос поднимем. Про доказательства вопрос был, доказательства у меня здесь. Я подготовился, распечатал специально. Значит, выглядит это таким вот образом. Персональные данные, естественно, я убрал. Значит, вот он на 3 страницах. Что это за документ? Это письмо, которое было направлено Какого числа? 12 апреля 2024 года направилось одному из наших клиентов. Могу сказать, что таких писем поступило порядка 10 штук вот за ближайшую последнюю неделю, и ждем еще. Вот, поэтому что в нем говорится? Говорится о том, что Миграсьонес действует на основании закона, проговаривается о тех правах, которые ожидают кандидата на резиденцию, и, собственно говоря, заключительная часть, где прописываются все персональные данные клиента, ну, нашего клиента для Миграсьонес, кандидата, дата заезда в страну и подтверждение, что документы одобрены и DNI получен. Собственно говоря, для нас это очень позитивная новость, и она говорит нам о том, что в ближайшее время те кейсы, которые были запущены еще в конце 2022 года, они найдут свое окончание и перейдут на следующую стадию. Иван, а вообще в целом следишь за какой-то статистикой, не знаю, новостями по коллегам? Просто, честно говоря, я не видела как бы ни одного упоминания в чатах, чтобы по рантье действительно как бы, ну вот прямо дали добро, зеленый свет и постоянные резиденции стали выдаваться. Не знаю, не общаешься случайно с коллегами? Может быть, кому-то еще, как бы у кого-то такие же успешные кейсы есть? Потому что из того, что я вижу сейчас, то есть так складывается такое ощущение, что ваша команда чуть ли не первая с такими результатами. Или я ошибаюсь? Я надеюсь, что эта тенденция относится не только к нашим клиентам, но действительно по коллегам, по чатам, по открытым источникам, которыми мы тоже пользуемся и тоже мониторим ситуацию, такой информации не поступало. По нашим клиентам эта информация достоверная, и она, в общем, не единично имеет характер. Поэтому мы думаем, что это позитивная тенденция, которая будет набирать обороты. Да, именно так. Спасибо за формулировку правильно. Иван, также спасибо большое, во-первых, за подтверждение, да, за демонстрацию документов, за демонстрацию даты выдачи, ну, вот этого документа. Приятно видеть эти документы, и я представляю, как приятно вашим клиентам, которые долго-долго ждали этих решений, наконец-таки эти заветные, не знаю, данные, буквы, да, читать, видеть и понимать, что действительно как бы все это время не зря было инвестировано, что они дожидались, потому что ведь большое количество семей покинули, например, страну, вот, как бы по сути, думая о том, что, к сожалению, уже программа, по которой они сюда прилетели и там, по которой они ожидали остаться в стране, она не найдет своего там финального позитивного результата. Вот, это очень обидно на самом деле. Даже я лично знаю как бы несколько семей, которые, собственно, вот, ну, можно сказать, ну, как это обрисовать? То есть
прилетели, инвестировали в программу, готовили документы, в общем, планировали оставаться и в конечном счете предприняли решение о том, чтобы переехать в другую страну. Вот, поэтому мне очень приятно, что действительно как бы лед, можно сказать, тронулся, и, соответственно, как бы вот я просто представляю, как себя ощущают вот те семьи, которые с ожиданием как бы ожидали вот это, получить этот документ, да, и иметь эту возможность, во-первых, и выезжать из страны на более длительный срок, потому что мы знаем, что в рамках прекарии можно выезжать только на срок действия прекарии, и в целом как бы не быть завязанными на обновлении постоянном прекарии, хотя на самом деле это как бы, ну, простой процесс, ну вот, но многие как для того, чтобы обновить прекарию, например, ездили там в офис Миграсионес для того, чтобы тоже, ну, механически, да, как бы этот процесс осуществить, потому что не всегда работает кнопка в личном кабинете. Вот. Ну и в целом как бы с наличием ДНИ уже открываются новые возможности, открывать можно счета в других банках здесь в Аргентине, можно, не знаю, там получать там образование в виде, например, там, если хочешь пойти на курсы моряка, то как бы теперь с ДНИ можешь пойти обучиться на курсах моряка и получить это паспорт моряка, вот, вернее водительское удостоверение для управления водным транспортом. Ну, в общем, здесь масса, конечно, преимуществ вот открывается. Для кого-то они могут показаться несущественными, а для кого-то это действительно как бы, ну, важные вещи. Поэтому я прям вот сейчас разделяю, наверное, как бы это вот приподнятое настроение, и как бы мурашки бегут по телу, понимая, как, насколько сильно там и долго ждали семьи этих решений. У меня, наверное, вот такой в связи с этим вопрос. Как ты считаешь, есть ли какие-то секретики, я не знаю, или какие-то причины, по которым клиентам удалось, не знаю, этот рубеж пройти? Может быть, это связано с тем, что ты много раз рассказывала в своих интервью, что в команде работают, во-первых, испаноговорящие сотрудники, насколько я поняла в твоей, и вы в плотной связке работаете и с бухгалтерами, и с юристами в Аргентине, находящимися здесь, соответственно, как бы с практикой, опытом, да, по кейсам миграционным кейсам, вот, и возможно, что в этом есть какой-то залог успеха, когда вот эта вот плотная коммуникация, и есть какой-то момент с кем-то посоветоваться, ну, не знаю, там, да, по какой-то кейс разобрать, может быть, в этом кроется тайна? Дарья, спасибо. Ты, конечно, много опять в одном вопросе набросала. Значит, ну, могу сказать, что, конечно, команда важна. Конечно, важно, когда ты можешь проконсультироваться с сотрудниками, которые непосредственно принимают решения по данным кейсам. Конечно, важно, когда ты при подготовке документов привлекаешь не только специалиста-юриста, потому что мы, конечно, умные люди и знаем все, но есть отдельное направление бухгалтерия, где есть свои нюансы, особенно если мы говорим про Аргентину, есть свои особенности, которые нужно учитывать. Поэтому здесь важно, чтобы специалисты разных профилей работали для одного результата, одного дела. В каждом кейсе есть свои особенности, мы, по-моему, об этом ранее говорили, то есть они вроде бы похожи, требования в целом идентичны ко всем кейсам, но понять, какие подтверждающие документы потребуются в конкретном случае, важно определить именно совместной работой и определить перечень этих документов, правильных документов, которые достаточно будут Миграсионес. Но я бы, наверное, выделил общие критерии, которые подходят именно к данной программе, и которые надо учитывать, и которые Миграсионес точно отслеживает, и они очень важны для получения положительного решения. Ну, первое, конечно, самое очевидное, это соответствие суммы, которая является пассивным доходом в месяц, заявленным требованиям Миграсионес. Это, напоминаю, 5 МРОТ на одного человека каждый месяц. Второй момент про денежные средства, которые поступают от пассивного дохода, от источника пассивного дохода. Важно, чтобы они поступали в страну легальным путем, то есть через банковскую систему Аргентины.
Это крайне важный момент, и Миграсьонес на это обращает внимание. Ну и третий момент, это то, что, ну, возьмем пример, не знаю, по аренде квартиры, что отправитель средств, который поступает к вам на банковский счет Аргентины, и соответствует тем документам, которые представлены в составе заявки. То есть, что, условно говоря, если арендатор у вас Иван Владимиров, то именно он отправляет средства, и вы представили доказательства Миграсьонес. Вот, собственно, на три основных момента, на которые стоит обратить внимание, это, наверное, такие вот столпы. Все остальное, но мы подробно разбирали уже ранее с тобой, поэтому я верю, что наши советы помогли кому-то, кто проходил эту программу самостоятельно, ну и нашим зрителям, которые, может быть, только планируют еще переезд. Иван, спасибо. Я поздравляю вашу команду и поздравляю вообще в целом тех, кто сейчас живет в Аргентине, ожидает своих решений. Я всем желаю таких же вот испытать эти же эмоции, как и испытывают те, кто получил свои долгожданные постоянные резиденции здесь, в Аргентине. Вот. Считаю, что на этой позитивной ноте мы можем завершить на наше срочное включение и выпуск, посвященный новостям по получению резиденции по программе «Рантье». Дарья, спасибо. Да, мы надеемся на позитивные тенденции, которые сейчас появились, что они продолжатся и что все больше и больше людей будут реализовывать свою мечту. Дарья, все, счастливо. Пока.